Черт, опять автоответчик. Мам, пожалуйста, возьми трубку. Или, ладно, не бери. Я все расскажу на автоответчик. Главное, выслушай меня. Выслушай и не выключайся. Да, я не приехала сегодня на похороны бабушки. Прости меня. Простите меня все, пожалуйста. У меня были причины. Правда, мам, были. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Я знаю, как это прозвучит. Правда. Я сама бы, наверное, на твоем месте решила, что человек переутомился, накрутил себя, вспомнил какую-то детскую страшилку и теперь несет чушь в трубку, потому что ему страшно оставаться одному. Но ты дослушай до конца, прошу. И, пожалуйста, если я перестану говорить, ты сразу перезвони. Или нет, не перезванивай. Просто вызови кого-нибудь, МЧС, полицию, соседей, да кого угодно. И серьезно, мам, я сейчас не шучу и не драматизирую. Я просто не знаю, с чего начать. Мы не рассказывали тебе этого. Мы — это я и бабушка, ну и дедушка. Наверное, начну с бабушки. Помнишь, как вы с папой на все лето оставляли меня у бабушки с дедушкой? Я жила у них, гуляла во дворе, и мы часто ездили на дачу. Ты же помнишь их дачу? Ну, конечно, помнишь. Тот старый домик с красной крышей, вишнями вдоль забора и лопухами в самом дальнем углу участка, у канавы. Эти лопухи тянулись через все участки, через всех соседей и заканчивались на нашем. Мне тогда казалось, что эти лопухи выше меня раза в 3, как лес, как зеленая стена. Если залезешь туда, тебя уже с крыльца не видно. Бабушка вечно говорила одно и то же. До полудня бегай где хочешь, а после полудня к лопухам не суйся. Я спрашивала, почему, и она каждый раз отвечала одинаково, ровно, спокойно, не пытаясь меня напугать. Так обычно говорят о надвигающемся шторме или о провале возле колодца, о чем-то опасном и совершенно реальном. «Потому что там полуденница», — отвечала она. «Она утащит тебя и сожрет». Знаешь, в детстве страшнее всего не сама угроза, а тон, которым ее произносят взрослые. Если взрослый начинает с улыбкой рассказывать про бабайку, ты пугаешься на 5 минут. А если он говорит спокойно, будто речь идет о злой собаке у соседей, это усваивается лучше. Я бабушку слушалась. Я вообще тогда была очень послушная. Если мне говорили не лезь туда, я не лезла. Если говорили в полдень сиди дома, я сидела. Мне не нужно было доказывать, что я смелая. 6 лет – это еще возраст, когда тебе проще поверить в правоту взрослых, чем проверять ее на собственной шкуре. И хоть я была послушной, все равно это случилось. Тогда рядом с бабушкой жила семья. У них был сын Сашка, на год старше меня, веснущатый, худой, быстрый, как ящерица, вечно с ободранными коленками. Мы с ним все лето крутились вместе. Строили шалаши, играли в прятки, лазили по сараям, ели зеленую вишню и потом оба мучились животами. В тот день было очень жарко. Такое тяжелое, ослепительно-белое лето, когда воздух над землей дрожит, мухи липнут к лицу, а в саду даже тени кажутся горячими. Бабушка возилась на кухне, дед что-то чинил у сарая, и мы с Сашкой играли в прятки. Обыкновенный день, обыкновеннее не бывает. За игрой мы просто не заметили, как наступил полдень. Сейчас я понимаю, что в деревне полдень ощущается иначе, чем в городе. В городе чувство времени держат часы, автобусы, обеденные перерывы. А там вдруг просто меняется игра света. Тени внезапно становятся короткими и какими-то плоскими, будто вещи устали отбрасывать их. Птицы замолкают, жара перестает быть просто жарой. Она становится чем-то вязким, густым, как будто сам воздух на тебя наваливается. Но ребенок этого не понимает. Я досчитала до 20, отвернувшись к забору, а потом пошла искать Сашку. Искала в смородине, в сарае, даже в старой бочке с дождевой водой. Нигде не нашла. И лишь потом увидела его.
у вишни на соседнем участке. Он стоял ко мне спиной, на маленькой возвышенности, как раз там, где совсем рядом находились лопухи. Я обрадовалась, подумала, сейчас подкрадусь сзади, заору, он подпрыгнет, и я выиграю. Я пошла на цыпочках, до него оставалось шага 3, и тут я увидела руку. Мам, я и сейчас ее вижу так же ясно, как тогда. Она медленно вылезла из лопухов у него за спиной. Длинная, белая до синевы, костлявая, вся в темных пятнах, как старая грибная ножка, или как кожа, слишком долго пролежавшая в сырости. Пальцы были тонкие, неестественно длинные, а ногти желтые, темные на концах, как у хищной птицы. Рука опиралась ладонью на землю. Неестественно длинное предплечье поднялось в воздух, обнажая худой острый локоть, напоминающий сустав кузнечика. Потом появилась вторая рука, а потом из лопухов вылезла она сама, встав во весь рост. Не знаю, как тебе это объяснить. Если скажу старуха, это будет и правда, и неправда. Потому что да, это была вроде бы старуха, длинная, сухая, сгорбленная, но тело у нее было как будто не совсем человеческое. Слишком длинные руки, слишком узкие плечи, слишком гибкая длинная шея. Тело нескладное, очень худое и вытянутое, изломанное, как старое деревянное пугало. На ней висели какие-то серые грязные тряпки в бурых пятнах, а на голове редкие белесые волосы, прилипшие к коже, и лицо. Я никогда не забуду это лицо. Сморщенное, темное, как старая печеная груша. Рот провалился, но при этом был каким-то жадным, а глаза маленькие, злые и голодные. Она посмотрела на меня своими страшными глазами. Но самое страшное было даже не это. Весь ужас заключался в том, что она как будто забавлялась. Ей нравилось, что я ее вижу, что я увижу то, что случится дальше. Сашка так ничего и не услышал. Она схватила его сзади так быстро, что я даже не успела уловить движение. Просто ее длинные руки вдруг оказались у него на плечах и шее. Я услышала короткий мокрый хруст. Сашкина голова дернулась на бок и безвольно повисла. Он даже не закричал, он просто не успел понять, что произошло. Она взяла его на руки, как мать берет дитя, и понесла его в лопухи. Несла его так, словно он был перышком, очень хрупким. При этом она как будто что-то напевала. Голос у нее был низкий, сиплый, я не разобрала слов, слышала лишь напев. До сих пор его помню. Он частично напоминает мне песни, что пела мне бабушка, когда я была еще совсем маленькой. Листья лопухов сомкнулись за ними. Еще несколько секунд они шевелились. Потом стало тихо. Повисла абсолютная тишина, как будто и не было ничего. И ничего не произошло. Вот это, мам, я и вспоминаю всю жизнь чаще всего. Как быстро после невозможного ужаса наступает тишина. Я стояла и не могла двинуться, а потом побежала. Я не помню, как влетела в дом. Помню только бабушкино лицо, когда я начала кричать и рассказывать. Ее лицо было не испуганным, оно было белым, как мука. И первый ее вопрос был не про Сашу, не про то, уверена ли я, не разыгрываю ли я комедию. Бабушка лишь спросила: «Она тебя видела?» Я не помню, что ответила. Кажется, я кивнула или просто заревела. Но для бабушки этого оказалось достаточно. Она сразу начала собираться, буквально за минуту. Сунула документы в сумку, велела деду одеваться. И у нее был такой голос, что тот не стал задавать вопросов, лишь озабоченно хмыкнул. Мы уехали. Да, просто взяли и уехали. Мы никому ничего не сказали. Ни соседям, ни Сашкиной матери, ни тем более милиции. Я тогда этого не понимала, даже обижалась на бабушку. Мне казалось это подло. Мне казалось, надо рассказать, надо искать.
Нужно спасти Сашку, он же в беде. А бабушка, наверное, уже тогда понимала то, что я поняла только много лет спустя. Искать уже было некого. И единственное, что можно было сделать, попытаться спасти меня. Мы вернулись домой. До самой ночи и весь следующий день я просидела в своей комнате, постоянно ревела и просила бабушку вернуться и начать искать Сашку. Бабушка лишь озабоченно качала головой и ничего не отвечала. В эти дни они с дедушкой очень часто закрывались в спальне и о чем-то тихо говорили. Это было необычно, они раньше никогда так не делали. Я пыталась подслушать, но ничего не могла разобрать. Через пару дней мы снова приехали на дачу, но не как обычно ранним утром. Приехали ближе к вечеру, часов 8. Я не знала, почему мы вернулись. Наверное, дед настоял. Хозяйство, огород, все эти взрослые вещи, которые остаются важными даже в свете неминуемой угрозы. И вот в ту же ночь кое-что случилось. Ты же помнишь наш уличный туалет? Старый, деревянный, в дальнем углу двора у сирени. Я еще помогала тебе выкрашивать его в зеленый тем летом. Ночью я туда боялась ходить, но терпеть нужду тоже не могла. И вот я проснулась, вышла из дома, все дома спали. Громкий дедушкин храп доносился из открытого окна. Воздух был теплый, тяжелый, и земля все еще держала дневное тепло. Небо было безоблачным. Огромная белая луна освещала мир. Было светло почти как днем. Пока я шла к туалету, то чутко прислушивалась к звукам. Я знала, что полуденница не может вернуться сейчас. Она же полуденница. Ночью она не должна вылезать. Но все же мне было очень страшно. Дойдя до туалета, я зашла внутрь и закрыла щеколду. И почти сразу услышала шаги. Медленные, мягкие, прямо снаружи. Они остановились у самой двери. Потом кто-то тихо попробовал ее открыть. Щеколда дернулась. Я замерла. Потянули еще раз, сильнее. А потом я услышала скрежет ногтей по дереву. В то маленькое квадратное окошечко влезли пальцы. Те самые, длинные, белые, костлявые. Они шарили в воздухе, царапали дверь, будто пытались нащупать внутреннюю задвижку. Казалось, в них слишком много суставов, намного больше, чем должно быть у человека. Снаружи раздался шепот. Голос был хриплый, сиплый, как у очень старой, очень больной женщины, которая давно не говорила вслух. Точно такой же голос я слышала от полуденницы, что утащила Сашку. Я сначала почти не разбирала слов, они постоянно чередовались. Затем я все же разобрала. «Вижу, выпью, вижу, выпью тебя, иди». Это было хуже любой внятной речи. Это было дико. Это вселяло ужас. Я заорала и обеими руками вцепилась в щеколду. Она дергала дверь снаружи. Не сильно, но уверенно, как будто знала, что все равно дождется. Пальцы шевелились в щели, царапали доски, и я видела их совсем близко. Желтые ногти, темные пятна на коже, длинные суставы. Затем она убрала пальцы из окошечка и придвинула туда лицо. На меня уставился глаз, маленький, черный, который горел злобной радостью и нетерпением. Кажется, она вцепилась зубами в дверь и начала сипло рычать. А потом раздался выстрел. Такой грохот, что у меня заложило уши. За ним второй. Это дед стрелял из своей двустволки. Снаружи сразу все стихло. Потом послышался быстрый шорох по траве, как если бы что-то большое и сухое рвануло к городу. Когда бабушка открыла дверь, я буквально выпала ей в руки. Дед стоял рядом, перезаряжая ружье и неотрывно смотря в сторону зарослей лопухов. Мы с бабушкой плакали, дед молчал. На досках туалета остались глубокие царапины.
Кое-где доски были разодраны наполовину своей толщины. Земля вокруг была усеяна щепой и опилками, а на земле у самого порога темнело большое пятно черной крови. Не красной, а именно черной. Она воняла так, что дед потом засыпал это место золой и известью, а бабушка еще несколько дней шептала над двором какие-то молитвы, которых я раньше от нее не слышала. После этого о полуденнице у нас дома почти не говорили. И вот я выросла, уехала, закончила институт, устроилась на работу, начала жить своей городской жизнью. И как это бывает, постаралась сложить все случившееся в дальний ящик памяти, туда, где лежат детские кошмары, семейные суеверия и вещи, которые проще назвать фантазией, чем оставлять для них место в реальности. Мы с тобой почти перестали общаться к тому времени. Мам, я знаю, это я виновата. Прости меня, пожалуйста. Я просто чем больше я старалась это забыть, тем большую отчужденность я испытывала по отношению к родным и близким, как будто это могло вам повредить. Иногда мне почти удавалось забыть. До сегодняшнего дня. Сегодня мы хоронили бабушку, и с дня ее смерти я ощущаю смутную тревогу, словно за горизонтом собрались тучи и скоро грянет буря, но сейчас ничего не видно, и ты никак не можешь доказать это. Мам, я сегодня ехала на похороны, хотела ехать на электричке, шла через лесок к станции, там короткая дорога, ты знаешь, между ельником и просекой, минут 10 пешком. Было жарко, очень жарко, полдень еще не наступил, но воздух уже стоял такой, что хотелось пить каждые 2 минуты. Пахло смолой, сухой хвоей и нагретой пылью. Я шла и думала о бабушке, о ее смехе, о ее заботе и словах. Вспомнилась мне и эта жуткая история. И тут, не доходя буквально 200 метров до станции, я увидела это. Впереди, у самой тропы, из-за ели вылезла рука. Медленно, очень медленно, длинная, костлявая, белая до синевы, в темных пятнах. Она обхватила ствол с той стороны, как человек, который выглядывает из-за угла и вот-вот выглянет. Пальцы впились в кору. Я услышала сухой треск, ногти сдирали ее до светлой древесины, и я сразу все поняла. Это она вернулась. Я не стала ждать, пока покажется лицо, не стала смотреть дальше. Я просто побежала. Не помню, когда бежала до дома. Кажется, по дороге пару раз оглядывалась, но ничего уже не видела. Или видела, но не хочу это вспоминать. Я слышала, как вслед раздается сиплый низкий крик. Я сейчас дома, в городе, в своей квартире, на 5-м этаже. Здесь я же должна быть в безопасности, верно? По всем законам логики и материального мира я это понимаю. И все равно, мам, я тебе сейчас это говорю и слышу, как кто-то снаружи царапает мою входную дверь. Подожди, ты слышишь? Нет, конечно, не слышишь. О, вот, снова. Сначала царапанье тихое, будто отдирает ногтем засохшую краску. Потом звук становится сильнее, вот как сейчас. Я не хочу подходить к двери. Боже, оно говорит. Я снова слышу этот голос. Мам, ты слышишь? Нашла. Вижу. Выпью. Нашла. Мам, пожалуйста, если ты это слушаешь, позвони кому-нибудь. Я серьезно. Я не знаю, что делать. Я заперлась. Я сижу на кровати в комнате, а оно там, за входной дверью. О, Господи. Оно скребет сильнее. Нет, подожди. Стихло. Сейчас тихо. Может, ушло? Может, это вообще был кто-то другой? Может, я... Нет, мам, окно. Боже мой. Нет, пожалуйста, нет.